Лаки. Ну что же, вот как-то так получается. Труба-то, вытяжка. Ну, для бабушки там, для газа, в общем. Вытяжка. Не вытяжка, а вентиляция. Здесь где-то отпилится. Вот эта труба длина. Я не знаю, сколько там расстояние, поэтому пока что так примерил. Здесь уже все так и будет. Там тройник. Это конденсат вот, чтобы капал, там дырочку сделал. И здесь заслонка. И здесь надо какой-то крепеж сделать, чтобы туда к стене крепить, к свесу там крыши. Виталий из Сахалина и Ванесс. Также в интернет-магазине там Черная пятница, скидки, много скидок. И что мне нравится, там это доставка бесплатная. Привезут через 2-3 дня. И не надо мне ходить на эту почту. Стоять там в километровой очереди. Очень быстро. И вообще доставка может быть даже домой курьером. И бесплатно. Вообще отлично. Ссылка в описании. Булки опять кушаю. Как тут похудеешь-то? Все время булки жрать так. Никак. Хоть сколько там работай. Здравствуйте. На улице минус 10. Вот установили вторые двери. Сейчас будет тепло. Сквозняка не будет. Двери самодельные, двойные. Таких нигде не купишь. Конечно, изначально покупал такие железные, тяжелые. И они первую же зиму все покрылось инеем, льдом. Не открывается. И это был трындец. И эти двери я выкинул туда на вход. Столько денег на ветер. А эти практически бесплатно. Сделал тесть. Вот такие вот двери двойные. И ничего не намораживает. Все отлично. А если покупать такие двери, чтобы они льдом не покрывались. Это не знаю, сколько они будут стоить. Целое состояние такие двери. Красивые, некрасивые. Зато работает отлично. Свою функцию выполняет. Так вот. Котел работает. Все части у него работают. Все запчасти. Заклиненный насос расклинили. И он теперь работает. Новый не покупали. Просто там выкрутили. И что-то еще покрутили. И заработало. Я воздух там спускал на нем. Крутил. Или не воздух спускал. Там это, оказывается, просто крышечка была, а там еще нужно было покрутить. А я-то откуда знаю? Там у меня
Я таких насосов не видал. В общем, котел работает полностью, но система ладом не циркулирует, как раньше все работало. То ли где-то что-то забило, то ли что, грязь или что там. В общем, греются батареи на кухне и в спальне вот в той. А остальные так слабенько греются. В общем, сейчас закрываем котел. Здесь же у меня кранчики есть, чтобы отсюда воду не сливать из этого. И пойдем в баню, выкрутим прямо из батареи, из радиатора. И чтобы резко вода выходила, много воды, всю воду резко сольем. И может так что-нибудь выйдет. И будем так несколько раз прокачивать. Посмотрим, получится нет запустить систему по-нормальному. Какая грязюка-то. Так а что-то не очень быстро бежит. Вроде наверху там открыл этот большой кранчик-то. Так вот так же надо было сливать первый раз-то. Чтоб с ведрами-то не бегать. Сюда в баню-то что, ерунда, пусть бежит. Или сюда надо было тоже кран сделать, чтобы не выкручивать-то. А котел-то я закрыл там. А воду-то в систему я как должен набирать? Трындец. В общем, включил воду. Сейчас промываем систему чистенькой водой. Вон грязь идет маленько. Маленечко мутноватая вода. Смотрите, что я придумал. Вот так затыкаем рукой. Подождем чуть-чуть, наберется. И отпускаем, чтобы давление, чик, вода быстро выбегала. Видите, какой напор сразу? Чтобы прочищалось там. Все, промыли, закручиваем. Посмотрим, что получится. Ну что, в общем, систему водой заполнил, воздух стравил везде, радиаторы стали получше прогреваться, подальше уже проходит, но все равно плохо циркулирует что-то, не так, как раньше. В общем, заманало меня уже это отопление. Если протянуть вторую трубу, сделать двухтрубную систему, также будет, нет, это тактовать котел. Включаться, выключаться реже нет будет. Ну понятно, что прогреваться будут все батареи одинаково. Вот лишь бы это котел туда-сюда не включался и не выключался. Вот что заманавывает. Заманавывает. Ну в общем, так вот. Включаться, выключаться. В общем, там у меня предохранительный клапан подтравливает. Больше 1,5 уже не держит. Там капает, короче. Сейчас вообще за это заткнем и добавим это давление эти атмосферы. И посмотрим, будет ли нормально работать отопление под повышенным давлением. Сейчас посмотрим.
Все, клапан заткнули. Киска, Няша, ты что там делаешь? Вообще уже, что ли? Иди, пошли. 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 Не туда. Не туда. Пошли. Пошли. В общем, в системе 2,3 атмосферы. Сейчас получше давит. Батареи горяченькие стали. В общем, надо было сразу давление побольше давать. Так вот. О, погреться хоть. Сколько дней это холодно было дома. Нормально не грело. Не грели батареи. Ну, получше уже. Вот это вот, видите, лист, вы говорили, я неправильно, не той стороной переделал. Я правильно все сделал. Я покупал листы 2 раза. Вот это одна партия, а вот это другая партия. И вот когда я зашил вот эту стену, сделал вот этот ящик, на этот ящик ушел 1 лист. Вот здесь стояли эти листы, вот здесь оставалась 1 штука после того, как я зашил стену. А потом докупил еще и вот так же все сложил. И тот последний лист из другой партии остался внутри. И как вы понимаете, мне лень стало его отсюда доставать. И этот лист теперь вот здесь. И если бы я из этого листа сделал вот этот ящик, а этот ящик сделал бы вот сюда, тогда бы цвет подходил. Я ведь еще подумал, вот такая получится ерундовина. Но не стал ничего делать, думал, все прокатит, а вот и не прокатывает. Вот такая история, ребята. Так, загнуть бы как-то 2 раза. О, водомерки что, живые что ли? Я думал, они застыли там. А нет, эти-то застывшие. А там одна-то плавает только. А эти вмерзли.
Эта труба у меня как раз на 160 подходит. Отлично. Вот как-то так будет крепиться. Это длинную оставил. Какое там расстояние, я не знаю. Поэтому вот так вот. Тут на саморезы, еще в трубу на саморезы закрутим. Будет держаться. Нюша, что тут сидишь? Так, прибыли устанавливать вентиляционную трубу к бабушке. Вот отверстие готово. И сейчас нужно делать как-то. Так, интересно, эта лестница достанет, нет? До крыши-то. Не один, что ли? Да. Вот не приедет? Нет. Ты что как можешь? Вот она позвать. Не надо пока никого. Чего? Домика здесь ведь? Пока не надо. Ну, ты скажешь.
тут расстояние это оказывается большое. Я думал, много придется трубы-то обрезать. Вот столько чуть-чуть обрезал и все. Подпорку надо сделать. О, вроде ровно. Так, сделал упор. Вот так. И еще сюда, чтобы вот так не гуляло. А это чтобы вниз не пало. И сейчас нужно вот сюда прикрепить вот эту 2-метровую трубу. Вот на этот крепеж, который я сделал вчера. Для начала нужно это пообедать. Вот так вот. Все, пошли пообедать. Все вот так вот будет. Вот такой длины. Сейчас трубу надо утеплить сначала. Так, все, труба утеплена. Полезли устанавливать. Крепеж-то забыл прикрепить. Вот, приделал сразу отверстие тут. В общем, вот так вот. Там все отмечено, где он должен быть. В общем, все готово. Полезли. Все, в общем, вентиляция установлена. Делал целый день, один, справился. Думал, помощники нужны будут. Нет, все получилось. Утеплил, все скотчем замотал армированным. Все, в общем, запенил там еще дырочку эту. И все, тут моя миссия завершена. До свидания. Что, переехали? Переехали дома? Инструмент. Ну что, отопление дома я вроде как сделал. Ну так, наполовинку. И это вентиляцию бабушки тоже сделал, закончил. И на этом получается все новости. Все новости на этом. Пишите комментарии любые, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите. Всем добра, всем пока.
да, Светония?